трансформировать ваше отношение к сумкам, переноски для фототехники вместе с Фавиолычем. Да. Ты бы сконцентрировала внимание людей на важном, то, что Фавиолыч ваш рупор фотографий. Меня будет видно и слышно. Сегодня у нас трипод из кого? Из ольхи. Я предлагаю open фотографию, открытые фотографии. Не знаю, хорошо, нехорошо. Привет, друзья. Все, пришла посылка, я иду забирать. Будем тестировать из Сент-Луиса новое изделие от f-stop. Система хранения должна быть емкой, но при этом должна быть компактной и удобной. Друзья, в общем, предваряя то, в принципе, что это такое, для чего, мелочи. В нашей жизни мелочей нет, из них складывается наша жизнь. И вот это устройство, которое делает f-stop, это для хранения мелких всяких штук, но не только аксессуаров, проводов, всего остального, но и в том числе для камер, вспышек, объективов, всего что угодно. Да, это сетки, но только не такие, поменьше размером. Чуть-чуть покрупнее нам не годятся, нам нужно поменьше. Вот и настал день, когда можно открыть тайны секрета загадки, которые я загадал. Видно. Вот он, друзья. Называется он f-stop. f-stop Elkhorn. Это понч, так называемый подсумок, но помните, я говорил про два кольца? Вот они с двух сторон. Его можно использовать как сумку. То есть можно использовать как сумку, на самом деле это подсумок. Почему? Как почему? Ну так видно тоже. Значит, смотрите. Полоски, но не шахматы. Видите, что это, да? Это крепление моли, которое позволяет вам закрепить на рюкзак или вашу сумку с помощью специальных креплений моли стандартов, да, который позволяет вам закрепить ее. Этими же крепежами можно закрепить ее где? Здесь, на ремне, если вы хотите это сделать. Но это еще не все, друзья. Здесь есть ручка, которая позволяет носить ее как обычную сумку. Сделана из тех же материалов, что и весь f-stop. Но вот эта часть, она достаточно такая durable, так называемая, да? Молнии, видите, герметичные, то есть молнии, которые позволяют вам забыть о том, что это такое. Вода. f-stop Elkhorn. Вот так он называется. Но это еще не все. Да, сегодня яркое солнце, поэтому можно закрывать диафрагму. Но вы знаете, что диафрагму, когда закрываете, то получаете другой результат. Ну вот, ответ на следующий вопрос, почему это диафрагма, но свет не затворяет. Это f-stop Elkhorn Mountain серии. Вот так он называется. О, вот так это выглядит. Здесь уже, видите, вся зелень вылазит. Весна начинается. Я решил записать видео об этих подсумках. Почему? Потому что мелочи, которые всегда нужно куда-то складывать, но для этого у f-stop есть целая система хранения. Огромное количество модифицированных, специально приспособленных для фотографа, так называемых паучей или подсумков. Они есть горизонтальные, вертикальные. Более того, даже есть системы, которые разгораживают внутри ICU, о которых я записывал видео. Это Insert Camera Unit. Специальные перегородки, которые отдельно позволяют вам герметизировать эти отсеки. Да, друзья, вы помните, что я в походах с Павлом Мартом, когда мы передвигались в лесу, я говорил о том, что есть система хранения камеры на вин, которая позволяет даже большую с большим объективом засунуть камеру. И мне тогда не хватало вот такого подвесного устройства. Но в данном случае, видите, я использую Elkhorn, потому что она подходит для моего рюкзака. Но, во-первых, вы можете выбрать под свой рюкзак. Они есть нескольких цветов, этих систем хранения. Системы эти яркие, нейтральные, серые, ярко-голубого цвета. Поэтому вы можете подобрать. И видео, которое я записывал, универсальная система хранения для девушек, для мужчин, для детей, для кого угодно. Это как раз система хранения вот этих подсумков, которых я имел в виду. И там есть набор, посмотрите обязательно. Это очень интересный вариант для как раз вот небольших дамских сумочек.
кстати, друзья, можно хранить мелкие отсеки для батареек. Но вот батарейки, видите, иногда идешь вот так вот и находишь батарейки. Батарейки надо сдавать. Не разбрасывайте, они вредные для природы, поэтому обязательно их сдавайте. Еще отличительной способностью, возможностей этой системы хранения от F-Stop является то, что вы можете комбинировать разные размеры вот этих подсумков и использовать их в качестве хранилища внутри рюкзака. Именно внутри, а не снаружи. Хотя они предназначены для крепления снаружи рюкзаков, не только для крепления на самом рюкзаке, но и для вот этой поясной зоны. Есть специальные моли. Вот, кстати, мы с вами сейчас выходим на это место, где я снимал множество видео, в том числе первый онлайн интерактивный сеанс фотографии, онлайн-фотографии. Мы сейчас приближаемся к этому месту, друзья. И посмотрите обязательно мою трансляцию. Я вкратце описал. Я думаю, что для вас будет интересен интерактивная съемка, обработка прямо на природе. Которая была лишняя. Угу. Да. Ты бы отделила, ты бы сконцентрировала внимание людей на важном. Ну что думаешь? Так, а я достал маленькую камеру в честь этого знаменательного события, запуска в космос, первой онлайн. Я не могу сказать школы, надо как-то придумать. Я предлагаю open фотографию, открытая фотография. Не знаю, хорошо, нехорошо. И мы сегодня делаем это прямо на ваших глазах. И прямо на ваших глазах снимаем, делаем кадры, обрабатываем, ну и общаемся. Так, все, вы... Да, друзья, вы наверняка узнали это место, где я снимал уток. Это дерево осталось пока еще живо. Можно здесь еще о чем-то говорить. Сегодня у меня в качестве крепежа, видите, сломанное дерево, поэтому, значит, начнем. Откроем, посмотрим, что это такое, что за чудо. Открывается он молнией по кругу. Молния 2 штуки, поэтому вы можете для вашего удобства их с нижней части. Дальше, когда вы открываете, ну, в данном случае я использовал фотоаппарат для хранения, но это, конечно, не основное. Привет, кстати, Сергею, который явился, можно сказать, спонсором приезда Алкорна в Россию. Твоя бленда, кстати, едет. Уже за плечами, она уже сегодня отправится. Так, теперь, что касается, я вам говорил про то, что эта система может крепиться. Вот такой крючок, который позволяет ей закрепиться на любой поверхности. Внутри мы с вами видим верхний карман, достаточно глубокий, в котором тоже есть отсеки, которые позволяют распределить нагрузку. Есть еще один карман, есть дополнительная штука для всего что угодно. В этот карман вы можете положить телефон. Здесь внутри тоже находится множество кармашков, которые фиксируются с помощью резинок специальных. И вы можете, в принципе, это все сделать. Дальше, больше, как говорится. Есть отсек для ключей, который вы можете использовать. Мусорить мы не будем. Есть специальный крепеж, который позволяет зафиксировать ваши ключи. Если вам хочется, вы можете использовать их для ключей. Маленький небольшой отсек для хранения, возможно, карт, возможно, еще чего-то. Есть еще внутри, с обратной стороны, специальные на карманчики, которые у меня порвались в Леве Про.
Но здесь, я надеюсь, этого не произойдет, потому что я вижу, что здесь кордура серьезнейшим образом прошита. Заодно мы с вами испытаем. Поэтому, в принципе, сумка готова для того, чтобы использовать ее для фотокамер в том числе. Боковые меш-отсеки, так называемые. Что еще? Значит, есть еще карман, который не очень хорошо заметно, но он тоже сетчатый, он, в принципе, прозрачный. Поэтому это удобно для тех аксессуаров, которые вы должны, ну, как бы, чтобы вас видно было. Вот, прозрачно. Собственно говоря, вот, как таковой. Ну и, конечно, система отсеков позволяет снимать в том числе и увидеть какие-то камеры. В данном случае, ну вот, можем попробовать. Чтобы я еще обратил внимание, это на качество изготовления вот этих так называемых самих лямок, за которые вы тянете. Они из специального материала, они прорезиненные, такие же на Street Pro, который я показывал. Здесь все заизолировано, то есть нигде ничего не болтается, все хорошо. Ну и, собственно говоря, логотип f-stop с этой стороны и с этой стороны. На самом деле здесь очень много чего интересного. Здесь вот специальный крепеж, который позволяет еще крюк закрепить. Специальные защитные такие упоры из такого же жесткого материала, чтобы защитить от повреждений вот эти части молнии самой. Ну и прочее, прочее. Надеюсь, что вам понравился мой цикл про рыбу, которая висит и называется как элкорн. А почему элкорн? Узнаете скоро. Да, не забудьте бленду, друзья. Бленду, светофильтры. Светофильтры тоже сюда помещаются, поэтому все сюда влазит. Да, кстати, друзья, чтобы заказать все это прекрасное действо, все эти прекрасные вещи, заходите на сайт. Я прикреплю ссылку в описании. f-stop. Сайт f-stop. Магазин f-stop. Два сайта. Шоп f-stop. Ну и наслаждайтесь работами с вами. Да, друзья, кстати, этот подсумок можно использовать в качестве аптечки. Поэтому, если вам интересно такое исполнение, но мы не для этого пришли. Мы сейчас находимся рядом с рыбкой. Здесь свежая рыба продается. Поэтому, что такое элкорн, который вот здесь написан, вот, мы сейчас с вами узнаем сразу же. Элкорн — это лосось, друзья. Выглядит здоровый. Но у меня сегодня у меня не лосось, сегодня у меня судак большой. Сейчас идет вылов судака, сезон, поэтому нам нужно хороший судак. Я сегодня за судаком, за свежим, да. Чистить надо будет? Нет, я сам почищу. Мне такой покрупнее, килограмма на 2 где-то. Нормальный. Наверное, он выходит. Шикарный, да, шикарный. Сегодня у нас судак. О, вот что такое элкорн. Люди спрашивают. Да, друзья, батарейки наши все. Пока записывал про элкорн, лосось, не знаю, батарейки хватило или нет. Батарейка села, когда уже вынесли главного героя. Не знаю, поместилось или нет, но это лосось, друзья. Это лосось. Ну, на скандинавском, на английском, в принципе, элкорн. Почему и выглядит и называется как рыба. Ну и напоминает, потому что напоминает хранилище. Напоминает, что ваши аксессуары лежат в этом месте. Или если, не дай бог, что-то с вами случится, аптечка под рукой, она всегда будет напоминать, стоит только нанести на него логотип, и все будет в порядке. Да, друзья, не забывайте, конечно, подписываться на канал Фовионыча, чтобы мне и дальше я смог вам показывать какие-то необычные инструменты, которые сделают ваши фотографии еще более качественными. Ну и, конечно, самое главное, не забывайте, что фотография — это процесс, поэтому, друзья, присоединяйтесь к моему проекту. Интерактивный, первый в мире интерактивной фотографии, онлайн-фотографии на площадке Open фотографии, Open Land. С вами был Фовионыч. Пока.